Друзья, всем привет! Добро пожаловать в наш подкаст, где мы обсуждаем самые важные аспекты личных отношений, личностного роста, тем самопознания, Таро и многое другое. И сегодня нашу беседу я могу кратко обозначить названием «Отношения глазами таролога». Сегодня мы поговорим о типичных женских заблуждениях, об отношениях, о мужчинах, и почему они очень часто мешают женщинам видеть истинную перспективу потенциального какого-то союза или мужчины. В этом выпуске мы углубимся в некоторые механизмы, которые лежат в основе этих заблуждений, рассмотрим какие-то конкретные примеры и обсудим, как именно можно избежать этих ловушек мышления, чтобы построить действительно здоровые, счастливые отношения или встретить идеально подходящего человека для вас, с которым вы сможете прожить счастливую жизнь, полную удовольствий и счастья. Я начну с того, что с самого детства многие из нас сталкиваются с романтическими идеалами, которые обычно формируются у нас через фильмы, через книги, через рассказы. Эти идеалы очень часто создают у нас нереалистичные ожидания от отношений или от поведения людей. Как правило, любой человек, независимо от его гендерной принадлежности, ждет, что партнер будет полностью соответствовать нашим каким-то фантазиям и желаниям. Но в конечном итоге, когда мы встречаем человека, который кардинально отличается от наших представлений, мы всегда сталкиваемся с так называемой фрустрацией. То есть мы испытываем стресс, мы испытываем разочарование. И очень часто наши романтические, юношеские иллюзии усиливаются какими-то социальными стереотипами и культурными нормами. Очень часто женщинам внушают, что основная их цель в жизни – это найти партнера, создать семью, родить детей. И что отношения – это что-то такое вообще нечто, что нужно любой ценой сохранить. Но все ли отношения нуждаются в сохранении? Все ли отношения нуждаются в том, чтобы вы за них держались? Или все-таки есть отношения, которые лучше отпустить, дабы сохранить свое психическое и физическое здоровье? В любом случае, давление внешней среды заставляет женщин порой игнорировать все красные флажки и находиться в отношениях, которые не удовлетворяют их, которые причиняют им психологический дискомфорт, которые приводят к каким-то физическим травмам. Но когда женщина или мужчина начинает задумываться о том, чего же он хочет на самом деле, когда он начинает разбираться с самим собой, когда он начинает искать причины или искать понимание каких-то своих клише и стереотипов, то в конечном итоге его сфера личных отношений значительно улучшается. Потому что меняется наше восприятие отношений, потому что мы помогаем сами себе делать какой-то более осознанный выбор партнера, потому что мы перестаем держаться за саму идею отношений и начинаем любить свое одиночество, свою свободу, начинаем ценить себя, начинаем видеть в себе человека, который достоин действительно очень трепетного и уважительного отношения к себе. Итак, сегодня мы рассмотрим 10 самых вредных заблуждений, которые обычно создают у женщины иллюзию перспективности. Перспективности мужчины или перспективности отношений. Мы поговорим о том, почему возникают эти иллюзии и какие типичные конфликты возникают из-за них. Ну и в конце нашего подкаста поговорим о том, какие шаги необходимо сделать, чтобы вы стали более уверены в себе, чтобы вы, наконец, перестали вступать в отношения с неподходящими для вас партнерами, и чтобы вы перестали держаться за тех людей, которые причиняют вам больше беспокойства и дискомфорта, нежели каких-то приятных открытий. Для тех, кто слушает нас впервые, меня зовут Вероника Никитенко. Я рада, что вы на нашем канале, делитесь этим видео со своими подругами, приятельницами. И давайте попробуем все вместе сделать так, чтобы в мире было как можно больше счастливых людей, женщин, мужчин, чтобы повсюду раздавался детский смех, потому что наши дети счастливы только тогда, когда счастливы мы сами. Итак, почему возникают заблуждения в отношениях?
Вообще, если мы говорим про отношения, то это одна из самых сложных и многогранных областей нашей жизни. Мы строим отношения не только любовные. Мы строим отношения коллегиальные. Мы строим отношения родственные. Мы строим дружеские отношения и отношения, которые основаны на бизнес-партнерстве. Какие бы отношения мы ни рассматривали, любые отношения так или иначе полны каких-то эмоций, они так или иначе связаны с нашими ожиданиями от человека, ожиданиями от перспектив и нашими личными надеждами, которые зачастую вообще никак не соприкасаются с темой отношений, но, тем не менее, напрямую связаны с каким-то потенциалом развития того или иного партнерства. В большинстве случаев, когда мы вступаем в отношения, мы вступаем туда, имея уже в своей голове какие-то конкретные ожидания. Мы представляем, как бы мы хотели, чтобы эти отношения сложились у нас с этим человеком. И иногда складываются такие истории, когда ни наши ожидания, ни тем более наши представления о человеке или о перспективах контакта с ним не воплощаются в реальность. Почему так происходит? В большинстве случаев это происходит потому, что на нас влияют наш юношеский, детский какой-то опыт, опыт каких-то сценариев, которые были в наших семьях, когда мы были детьми. Безусловно, влияют наши личные страхи, какой-то наш предыдущий опыт, и в большинстве случаев негативный. И в том числе на нас влияют социальные стереотипы и клише. Когда мы в полной мере отдаем отчет своим действиям, в буквальном смысле, наверное, можно сказать, когда мы точно понимаем, чего мы хотим, когда мы точно понимаем, чего мы достойны, с чем мы готовы мириться, с чем мы не готовы мириться, мы имеем возможность получить отношения очень хорошие. Но когда мы привыкли постоянно соглашаться с кем-то или с чем-то, то мы лишаем себя такой возможности и фактически являемся заложниками своих собственных ограничителей, каких-то ограничивающих убеждений, какой-то своей выученной беспомощности. Поэтому для построения хороших, счастливых отношений любой человек всегда должен знать, что устойчивый фундамент любой пары базируется исключительно на общности. Что это значит? Это не только общие интересы. Допустим, вы любите одну музыку, вам нравятся одни фильмы, вы любите проводить время как-то одинаково. Но прежде всего еще и на общности в быте и общности в контексте того, как вы видите свою совместную жизнь. Вообще, как вы видите свою жизнь отдельно друг от друга. Какие у вас цели? Как ваш партнер относится к женщинам. Да, это вообще для женщин первый очень важный признак, на который нужно обращать внимание. Если ваш мужчина плохо относится к другим женщинам, если ваш мужчина позволяет какие-то некорректные, неуважительные высказывания или, не дай бог, действия, которые касаются не только других женщин, но прежде всего еще женщин, таких как мама, сестра или бывшая жена, бывшая партнерша, то со 100% вероятностью этот мужчина и в отношении вас будет поступать точно так же. Поэтому я знаю, что очень много женщин категорически не приветствуют общение своих мужчин с бывшими женами, допустим. Да? Возникают различные конфликты на этой почве и так далее. Но представьте на секунду, что в вашей жизни случилось что-то, и ваша пара распалась. Вы хотите, чтобы какой-то период времени ваш бывший супруг помогал и поддерживал вам начать новую жизнь, да и вообще просто помогал вам в случае необходимости? Или вы предпочли бы, чтобы он поступил с вами как отъявленный негодяй? То есть здесь очень важный момент, на который большинство женщин не хочет обращать внимание, потому что каждой из женщин, каждой из нас хочется верить, что человек, с которым мы планируем создать какие-то серьезные отношения, будет с нами навсегда, всю жизнь и надолго. Но, как показывает практика, жизнь удивительна и порой подкидывает нам такие сюрпризы, в которых мы имеем возможность полностью прочувствовать на своей собственной шкуре, как говорится, то, что раньше испытывали другие
женщина или другая женщина этого мужчины. Поэтому здесь нужно быть очень внимательной и обращать внимание прежде всего, повторюсь еще раз, на уважительное отношение вашего избранника к другим женщинам, потому что это первый и очень важный красный флаг. И многие женщины, к сожалению, его игнорируют. Итак, теперь я перехожу к теме 10 самых вредных женских заблуждений, которые касаются отношений. И заблуждение номер 1 – это вера женщины в то, что я смогу его изменить. Вот все не смогли, а я смогу. С одной стороны, где-то в этом присутствует такой вот комплекс спасателя. Да? У женщины появляется желание помочь партнеру, спасти партнера, как-то его улучшить. При этом сама женщина абсолютно игнорирует нежелание мужчины меняться. В этом случае, с чем мы сталкиваемся обычно? Возникают конфликты, возникает разочарование, потому что я все делаю, чтобы он изменился, а он не меняется. Какие-то возникают постоянные ссоры из-за обратной реакции мужчины на попытку переделать его. И в конечном итоге, к чему приводит это заблуждение? К тому, что отношения или становятся совершенно невыносимыми, или в конечном итоге распадаются. Заблуждение номер 2. Мы идеальны друг для друга. И история этой идеальности берется не в том, о чем я говорила немного ранее, то есть не в общности жизненных целей, не в общности интересов, а, предположим, только в контексте секса. Да? У нас идеальная физическая близость, значит, мы идеальны друг для друга. И при этом совершенно игнорируются какие-то другие вещи. Совершенно нет никакого понимания о перспективе какой-то долгосрочной совместимости в отношениях, потому что все мы люди, и, как говорится, секс приходит и уходит рано или поздно, а на чем-то другом нужно жить. Почему большинство пар распадается спустя какой-то период времени в браке, да, или почему мужчины заводят любовниц, или почему у женщин появляются любовницы? Как раз-таки потому, что изначально отношения строились не на основе наличия общих жизненных целей, абсолютного принятия друг друга, каких-то других вещей, а потому что глаза ослепила страсть. Когда страсть ослепляет глаза, кажется, что страсть – это и есть великая любовь, на которой мы можем прожить очень счастливо и долго. Но так ли это? Я думаю, вы сами знаете, что это не так. И это то заблуждение, от которого точно нужно избавиться. Заблуждение номер 3. Все пары ссорятся, и это нормально. Но ненормально, с какой частотой ссорятся пары. Потому что, когда мы говорим об отношениях двух взрослых здоровых людей, мы предполагаем, что даже если встречаются какие-то недопонимания, именно недопонимания, они не перерастают в сильные ссоры, они не перерастают в затяжные конфликты. И уж тем более они не перерастают в игнорирование друг друга. Когда вы можете днями или неделями, а то и месяцами некоторые пары не разговаривают. Ведут совместное хозяйство молча и при этом живут совершенно какой-то разной параллельной жизнью. То есть вообще я считаю, что это на самом деле очень серьезная проблема, которой мы в том числе учим наших детей. Это оправдание частых ссор тем, что это якобы очень нормально. Но это не нормально, ребята. Очень важно в нормальных полноценных отношениях открыто и спокойно говорить друг с другом. Общение должно быть конструктивным. Общение должно быть спокойным и мирным. Когда мы говорим о счастливых отношениях, то счастливые отношения – это не социальные отношения. В счастливых отношениях вы можете быть собой. Вы не боитесь быть уязвимым. Вы можете разговаривать со своим партнером или партнершей обо всем. В буквальном смысле обо всем. Да, к сожалению, таких пар очень мало, потому что очень мало таких людей находят друг друга. Но, тем не менее, даже если вы оказались в ситуации, когда в ваших отношениях ссоры возникают очень часто, то это повод внимательно, наверное, поговорить с самим собой прежде всего на тему, действительно ли это то, чего я хочу.
Многие люди, как мужчины, так и женщины, действительно хотят какого-то драйва, эмоциональных качелей в отношениях. И ссоры для них – это один из факторов, когда они чувствуют себя важными и значимыми для партнера. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти люди все равно не чувствуют себя счастливыми. Поэтому нормализация ссор как совершенно нормального явления в парах – это не очень правильный, наверное, не очень подходящий для многих людей момент. Потому что, я повторюсь, в парах могут возникать недопонимания, но если в парах на регулярной основе возникают ссоры, то здесь очень большой вопрос, который нужно задать самому или самой себе. А действительно ли у вас счастливая пара? Или вы просто находитесь с этим человеком исключительно потому, что вам не хочется быть одной или одному, и вам хочется решить какие-то свои личные задачи с помощью этого человека. И вот как только вы ответите честно и искренне на свой вопрос, у вас сразу станет ясной дальнейшая стратегия действий. Так, мы переходим к заблуждению под номером 4. Звучит оно так: время все изменит, время все расставит по местам. Такая оптимистичная вера, я бы даже сказала, слепая надежда в то, что любые ваши проблемы решатся сами собой. Дескать, пройдет вот время, и все как-то стерпится, слюбится. Звучит это примерно так. Основная причина, по которой возникает это заблуждение, заключается в том, что человек, женщина в данном случае, раз мы говорим о женщинах, избегает открытого решения проблем. Избегает она этого, как правило, по двум причинам. Первая причина – она точно знает, что ничего не получится изменить. И вторая причина – она точно знает, что ничего не получится изменить, потому что надо просто принять решение и расходиться. Почему так происходит? Почему нас всегда приучали терпеть, подчиняться, уступать и так далее? Потому что социум устроен таким образом, что, к сожалению, мы повсеместно сталкиваемся с таким явлением, как мизогиния. Думаю, вы слышали что-то подобное. То есть это история про то, что женщина должна быть терпеливой и должна принимать все какие-то недостатки, серьезные недостатки своего партнера как должное и как-то терпеть их. В большинстве случаев мужчины принимают недостатки женщин. Я думаю, что меньшинство таких мужчин, которые воспитаны в строго патриархальной какой-то модели поведения, что они принимают какие-то недостатки женщин. Как правило, мужчина всегда живет ровно так, как он хочет. И здесь главная история, которая в конечном итоге тоже может приводить к распаду отношений, это накопленные проблемы, это накопленные обиды, которые ведут потом к соматическим, психосоматическим проблемам, отражающимся на физическом здоровье. То есть невозможно очень долго копить, носить что-то в себе и надеяться на то, что это как-то все сгладится, рассосется само по себе. Нет, оно не рассосется, оно если и рассосется, то какую-то серьезную физиологическую проблему, какое-то серьезное заболевание. В лучшем случае вы просто разойдетесь, разойдетесь. А в худшем вы можете стать в буквальном смысле человеком с серьезной какой-то проблемой, которая даже некоторых людей может приводить к инвалидности. Поэтому ни в коем случае не думайте о том, что если вы не озвучиваете какие-то вещи вслух, что они сами по себе изменятся. Не изменятся. Это заблуждение, кстати, очень часто касается тех женщин, которые стараются смириться с мужскими изменами. Дескать, все гуляют и так далее. Но нет, девочки, не все мужчины имеют любовниц. И показатель того, что у вас точно что-то в отношениях не клеится, это как раз-таки постоянные, беспорядочные, прямо так будем говорить, половые связи вашего партнера на стороне. То есть здесь очень большой вопрос к вам, почему вы находитесь в отношениях с этим мужчиной. Следующий
Следующее у нас такое вот интересное заблуждение про ожидания. Вот сейчас он не готов жениться. Вот он мне сказал, что он сейчас жениться не готов. Но какое-то время пройдет, и сейчас он порешает свои проблемы, и потом мы будем жениться. И вот женщина сидит и ждет, пока мужчина порешает свои проблемы. Он может решать месяц, 2, 3, а может год или 10 лет. А в конце концов потом находит кого-то и очень быстро женится. Значит, о чем здесь надо говорить? Главная проблема, которая возникает в этой ситуации, это надежда на лучшее будущее с этим конкретным человеком. То есть для женщины вроде бы как не существует она сама. То есть абстрактная есть какая-то она, и у нее есть какие-то конкретные планы на ее собственное будущее. Есть какой-то конкретный мужчина, вот которого она в своей голове запечатлела. Есть в психологии такое понятие, называется импринтинг. То есть вот она увидела этого человека, и она хочет вот его конкретно, именно его. Никто другой ей не нужен. И она будет сидеть и ждать. И ждать иногда будет долго. Да, действительно, есть такие ситуации, когда у мужчины по объективным причинам действительно бывают какие-то нерешенные жизненные проблемы. Но даже если такие проблемы есть, мужчина вас не бросает, он вас не отодвигает, он от вас не дистанцируется. Он постоянно находится с вами в диалоге. Вы знаете о том, что происходит у него в жизни, он с вами делится всеми переживаниями, и вы чувствуете от этого человека поддержку. Но если мужчина вам говорит: слышь, ты отойди, сейчас у меня тут проблемы, я пойду их порешаю, то, наверное, это повод остановиться. В том числе я сейчас скажу непопулярную вещь, которая, как правило, всеми порицается и никем не поддерживается. Да? Это тема про так называемый гражданский брак и официальный брак. Типа, ну вот зачем нам, собственно, жениться, если нам и так хорошо, что тебе даст этот штамп в паспорте? Ну, действительно, в каком-то смысле на самом деле штамп в паспорте ничего не дает вообще абсолютно. Но штамп в паспорте, причем в любой стране мира, гарантирует две вещи. Первую вещь. Если с вашим мужчиной вдруг что-то случилось, то вас беспрепятственно допустят к нему в больницу как члена семьи. В том числе, если мужчина вдруг, не дай бог, умер раньше времени, то вы будете иметь возможность и похоронить его, и сделать, что нужно. И второй момент – это банальная юридическая защищенность. Да? То есть, если вы ведете совместное хозяйство, у вас там совместный бюджет и так далее, в случае каких-то катаклизмов вы защитите себя, и, может быть, даже если у вас есть дети, естественно, защитите своих детей вот в каких-то нетривиальных ситуациях, связанных, опять же, со смертью, с бракоразводными процессами или с чем-то еще. Но самый важный фактор какой? Я считаю, что мужчины делятся на два типа. Те, которые женятся просто так, и, то есть вот он влюбился, и он женится на любой женщине, в которую он влюбился, или там на любой женщине, с которой у него был секс. А еще есть такие мужчины, которые считают, что своим долгом, я должен там жениться почему-то. И иногда действительно брак для мужчины ничего не значит. Но мы будем говорить не про эти две категории, которые я сейчас озвучила, а про третью. То есть, когда мужчина принимает решение официально зарегистрировать ваши отношения, это говорит о том, что, в принципе, наверное, где-то там он действительно понимает, что вы та женщина, с которой ему хотелось бы жить вместе долго и счастливо. О том, что и такие браки в том числе распадаются в конечном итоге, говорить не будем, потому что в эпоху сломанных сценариев отношений это нормально для большинства людей иметь не один брак, а несколько. И какой-то из этих браков все равно рано или поздно может стать действительно счастливым, потому что к тому моменту уже все личные проблемы пережиты, уже возникает какая-то история, называющаяся «я человек с самосознанием», то есть ответственно подхожу к паре. Но как бы ни было, когда вы женитесь, когда вы в официальном браке, это большой показатель. Нежели когда ваш мужчина вам говорит: знаешь, я не хочу сейчас жениться, потому что, как мы будем жениться и жить, как мы живем там. Давай я это сделаю, вот это сделаю. А потом вот это,
опять ни к чему не приводит. Это не значит, что вы должны сразу расставаться. Это не значит, что вы должны сразу от этого человека убегать или принуждать его к браку. Это говорит только о том, что это повод посмотреть повнимательнее на человека, с которым вы сейчас находитесь в отношениях. И попробовать понять, действительно ли этот мужчина соответствует всем вашим представлениям о том партнере, с которым бы вы хотели находиться вместе. Потому что если это не так, то проще расстаться сейчас, чем спустя время. Но именно, кстати, ожидание, вот это вот ожидание перемен, опять же, делает женщину зависимой от этого ожидания, от этих обещаний мужских и фактически лишает ее действительно подходящего лучшего будущего. В конечном итоге это ожидание приводит к тому, что вы вообще в принципе разочаровываетесь в мужчинах. Вы разочаровываетесь в принципе в отношениях. И у вас складывается убеждение, что мужчины – это какие-то отвратительные существа на свете. Но это не так. Идем к следующему ожиданию. Это как раз-таки обобщение. То, о чем я говорила буквально несколько секунд назад. Когда мы начинаем говорить, да, да все они козлы, да все они подлые изменщики, да нет таких мужчин, которые не изменяют или что-то еще. То есть обобщение и приписывание всем абсолютно мужчинам какого-то конкретного качества характера. Некоторое время назад в Твиттере я прочитала один очень интересный пост от человека, на которого я подписана. Это мужчина, который обращался к мужчинам в своем посте и писал очень интересный такой большой текст на тему того, как женщины из-за вас козлов, потом нас, нормальных, воспринимают тоже как козлов. Очень интересное было изложение, и в конце он подводил итог, резюмировал свой текст тем, что не все мужчины плохие. Среди мужчин есть достойные и хорошие экземпляры. Единственное, что очень сложно после того, как ты один раз обжегся, или даже не один раз, а несколько раз, обратить внимание на такого человека, увидеть его таким, какой он есть. Поэтому, когда вы целенаправленно начинаете воспринимать мужчин как плохих, когда вы начинаете убеждать себя, фактически это такая мощная защитная реакция, что все мужчины ужасны. Вы занижаете свои стандарты, во-первых. Во-вторых, вы не понимаете, что подобное убеждение ведет в конечном итоге к тому, что вы отказываетесь искать более подходящего для себя человека, а соглашаетесь терпеть рядом с собой кого-то, кто точно вас недостоин. Такая вот палка о двух концах. Следующее заблуждение. Такое вот заблуждение, что ему надо время. Ему нужно время. Ему нужно время, чтобы он понял, что он встречается со мной. Ему нужно время, чтобы он понял, что мы женаты. Ему нужно время там, на что-то еще. Это такая история, когда женщина надеется, что вот через какое-то время мужчина остепенится и начнет ценить только ее, начнет быть более внимательным с ней, он начнет вести себя как-то лучше. И снова мы к чему приходим? К утрате своего личного времени, которое можно было бы потратить на свое собственное саморазвитие, на путешествие, не знаю, там, на построение карьеры и в конечном итоге на какие-то новые социальные связи для того, чтобы можно было встретить какого-то хорошего, подходящего человека. История про постоянное ожидание несбыточного, про очень глубокое разочарование, про очень, я бы даже сказала, не столько даже глубокое разочарование, сколько утрату вообще любого возможного шанса на построение каких-то новых отношений. Не будьте адвокатами своего партнера.
Не пытайтесь оправдать его поведение, не пытайтесь найти ему какие-то причины и объяснения. Здесь все очень просто. Если мужчина, который вам интересен или с которым вы строите уже отношения или состоите в браке, не обращает вообще на вас внимания, никаких шансов на то, что он может обратить на вас внимание в будущем. Но только если перед вами какой-то манипулятор, человек, который держит вас рядом исключительно только для поднятия своей собственной самооценки, и вот если вы там попробуете от него уходить подальше куда-то, он снова вас к себе подтянет и будет держать вас на коротком поводке, потому что вы для него статус. Во всех остальных случаях, если на вас не обращают внимания, если вам не уделяют внимания, то не стоит ждать, что ситуация как-то изменится, и она будет какой-то другой, потому что этого не будет. Следующее заблуждение, которое называется, ой, вы знаете, у него такая отвратительная была жена там, или женщина прошлая, вообще очень сложные были отношения. Там мама такая сякая, и все женщины такие сяки, а он хорошенький. То есть это такая адвокатская женская позиция, с помощью которой она пытается убедить прежде всего себя саму в том, что человек, с которым она строит отношения, все-таки человек хороший. Просто так сложились обстоятельства. Обстоятельства сложились так, что вот он стал таким не по своей собственной воле, ну, не потому, что он такой, а вот потому, что кто-то другой виноват в его поведении. То есть к чему приводит это заблуждение? К тому, что женщина начинает полностью оправдывать поведение своего мужчины, в том числе даже если он ведет отвратительно себя в отношении нее самой. Она может совершенно начать игнорировать свои личные потребности, держась за этого мужчину исключительно только с целью сохранения этих отношений, либо каких-то преимуществ, которые эти отношения ей дают. Очень часто такая история наблюдается в парах, где мужчина состоятельный, у него есть деньги или какие-то другие вещи, а женщина держит его и оправдывает его, потому что ей выгодно, предположим, там, не работать, выгодно иметь какой-то статус, самоутверждаясь, допустим, перед своими там подругами, вот, дескать, я там лучше, чем вы все вместе взяты, и так далее. Что это дает в долгосрочной перспективе? Ничего не дает, кроме глубочайшего разочарования в себе самой и в отношениях. Кроме чувства безысходности и беспомощности. Да, вот эти вот пресловутые слезы ночами в подушку, жалость к самой себе и никакого желания, никакой потребности сделать что-то, чтобы улучшить свое положение. И очень страшно, если у таких женщин есть девочки, дочери. Потому что с большой долей вероятности эти девочки впитают эту материнскую модель поведения и будут вести себя точно так же. Переходим к следующему, тоже достаточно встречающемуся заблуждению в контексте отношений. Это такая вот история, которая у многих людей встречается. Он не такой. Вот когда мы одни, он не такой. Он совершенно другой человек, когда мы одни, он хороший. Это вот сейчас вы его видите здесь, какого-то, такого неприятного, злого. А вот когда мы вдвоем, он хороший. Оправдание. Опять женская адвокатская позиция оправдать мужчину в своих собственных глазах прежде всего. Потому что в этот момент, когда мужчина повел себя как-то некрасиво, неуважительно по отношению к другим людям, конечно же, женщина испытывает стыд. Да любой человек испытывает стыд. И очень важно справиться с этим стыдом, как-то его локализовать, как-то его убрать. Поэтому вот такое заблуждение очень часто создает ложное ощущение того, что все-таки это действительно человек какой-то неплохой, с которым можно комфортно сосуществовать. Оно очень часто склонно возникать у женщин, которые находятся в абьюзивных отношениях. Вот когда мы говорим об абьюзивных отношениях, очень важно понимать, что если вы чувствуете,
что от вашего партнера может исходить потенциальная угроза физическая какая-то в вашей жизни, вашему здоровью, то вы должны быть чрезвычайно осторожны. Ни в коем случае не идти ни на какие открытые конфронтации. Быть очень хитрой и очень скрытной. Вести в буквальном смысле двойную жизнь, двойную игру, готовить себе плацдарм для отступления и аккуратно выходить из этих отношений. Потому что, к сожалению, если вы живете в странах постсоветского пространства, то ни о каком правосудии, ни о какой защите вас как женщины не может быть и речи. К сожалению, к великому. И закончим мы с вами, пожалуй, сейчас еще одним самым типичным заблуждением, которое называется так. У него сейчас очень сложный период в жизни. У него кризис, он потерял работу, у него нет денег, у него там, не знаю, мама умерла, собака, кот, что-то еще, какой-то стресс и так далее. То есть опять женщина берет на себя функцию спасателя и адвоката. Он такой бедный, несчастный, а вот я его поддерживаю и так далее. Что здесь важно понимать? Когда вы находитесь в браке или когда вы находитесь в долгих отношениях, совершенно нормально поддерживать своего партнера, будь то мужчина или женщина, в сложные кризисные периоды жизни. Потому что для чего нам нужны отношения? Для чего нам нужна дружба? Не для того, чтобы мы встречались, просто там у нас был секс или какие-то беседы там за вином, за виски, о жизни, о чем-то еще. Любые отношения, будь то дружба или семья, любовные отношения, они нужны для поддержки. Потому что жизнь, к сожалению, настолько опасная штука в наше время, что единственная вещь, где мы можем обрести безопасность, где мы можем чувствовать себя комфортно, спокойно, хорошо, это или семья, или дружба. Но когда ваш мужчина ведет себя по отношению к вам, опять же, как, назовите сами, как, и вы оправдываете его поведение какими-то его трудностями. Допустим, женщина начинает оправдывать внезапное исчезание мужчины его трудностями или внезапное отдаление там, мужчины или мужа трудностями, то с большой долей вероятности женщина просто не хочет видеть очевидной ситуации, которая происходит между ними. Не хочет видеть, что партнер, допустим, не очень достойный человек, не хочет видеть, что партнер на самом деле не очень не заинтересован или какие-то другие вещи. Потому что, я повторюсь, когда мы говорим о трудностях, безусловно, каждый человек имеет какую-то свою реакцию во время проживания этих эмоций. Кто-то действительно может отдаляться, кто-то, наоборот, может сближаться. Но когда человек полностью хочет прервать с вами контакт, объясняя это тем, что у меня трудности, или когда человек ведет себя, простите, как свинья, и начинает оправдывать свое поведение тем, что вот, у меня стресс просто был, то хорошо, если это какое-то разовое было действие, но, может быть, действительно это была какая-то вот такая эскалация, душевный катарсис, но когда мы говорим о хроническом поведении, разве могут трудности влиять на человека таким образом, чтобы он вел себя уничижительно по отношению к другим людям? Ну, точно нет, правда? Поэтому остановитесь, отойдите подальше, посмотрите на этого человека и подумайте, вообще вам это зачем? Для чего вы занимаетесь этой адвокатурой? Что вы хотите получить для себя, оправдывая действия этого человека? Получить для себя подтверждение, что он никуда от вас не денется, или что-то другое? К чему приводят эти заблуждения в конечном итоге? Я думаю, что понятно, что они приводят к конфликтам. Прежде всего, к конфликтам между вами. И, во-вторых, к конфликтам, которые происходят внутри вас.
Когда у вас начинается одна часть ваша хочет расстаться, другая часть хочет сохранить, где-то у кого-то возникает третья часть, ой, давайте попробуем, а вдруг там все-таки впереди доброе и светлое. И мы начинаем искать причины этого доброго, светлого. В конечном итоге все это приводит к эмоциональной нестабильности самой женщины, к снижению собственной самоценности какой-то. Конечно же, это будет приводить к разрыву отношений. И если некоторые отношения можно все-таки как-то наладить, как-то обговорить, то в том случае, если ваш партнер не готов к открытому обсуждению сложившейся ситуации, то важно осознать, что ваши отношения бесперспективны. Либо вы останетесь в них, но в конечном итоге все равно будете несчастной женщиной, живущей как большинство людей. Бесконечные ссоры, конфликты, измены, ну и взаимная ненависть, которая будет усиливаться по мере вашего взросления. Да? В конечном итоге вы будете думать о том, зачем же я так глупо и бесперспективно прожил свою жизнь. Вот как только вы сделали первый шаг к осознанию своих собственных каких-то заблуждений, вы сделали фактически большой подарок, грандиозный себе самой, возможность построить действительно какие-то здоровые, счастливые отношения. Может быть, кстати, с тем партнером, с которым вы находитесь в паре сейчас, может быть, это будет какой-то новый человек. Потому что самое важное, что с нами происходит, когда мы начинаем осознавать свои ожидания, какие-то свои убеждения, мы формируем критический взгляд на себя саму, на своего партнера. Мы начинаем разбираться с очень важным, серьезным вопросом относительно реальности. Насколько реалистично мое представление об этих отношениях? Насколько действительно мои ожидания в контексте этих отношений, этого мужчины, моего собственного будущего прежде всего, могут действительно реализоваться, воплотиться в жизнь. То есть вот после того, как вы что-то увидели для себя очень важное и полезное, было бы неплохо открыто обсудить все, что вы себе там придумали, надумали, разобрались, обсудить с партнером. И здесь мы подходим к двумя дилеммам. В одном случае мужчина готов разговаривать, а в другом случае мужчина говорит: да, я не буду ничего с тобой обсуждать, не хочу, у меня все нормально. Что в этом случае делаете? А в этом случае, как ни странно, мы опять приходим к позиции «я есть» или «я есть» где-то абстрактно в своих фантазиях. То есть когда человек, с которым вы находитесь в отношениях, хронически отказывается что-либо с вами обсуждать, то у вас есть только два пути. И один из них, к сожалению, да, в общем-то, и второй. Оба они не очень комфортные. Первый путь – это набраться, так сказать, смелости расстаться, принять решение о расставании. Ну, если это возможно, потому что не во всех отношениях, к сожалению, бывает просто расстаться. И второй, тоже не очень комфортный шаг – это примириться с этой данностью и больше не пытаться обсуждать никакие вещи со своим партнером, равно как и перестать вообще обращать внимание, вовлекаться эмоционально в любые какие-то сложности, какие-то недопонимания, терки, ссоры, конфликты, манипуляции, ультиматумы. То есть максимально отстраниться от человека и больше не вовлекаться в него. И тот сценарий гарантирует вам все-таки какую-никакую эмоциональную такую вот законченную ситуацию. То есть, когда вы принимаете внутри себя для себя решение, вы расстаетесь или вы остаетесь, но будете вообще отстранены, это тоже выход. И в конечном итоге он тоже будет у вас снижать нервное напряжение. Но и тоже в этом, наверное, вы найдете какие-то для себя преимущества. Следующий момент, тоже не менее важный, это вы сами. Это вы сами, это знакомство с самой собой. Кто я? Да? Что я за человек? Как я себя вижу, как я себя чувствую, чего я хочу, чего я не хочу, чего я достойна.
Большинство женщин почему вступает в нерелевантные отношения с партнером, который постоянно над ними изгаляется, не знаю, занижает их самоценность, какие-то еще гадкие вещи делает. Женщина соглашается на это, потому что она не чувствует себя достойной хорошего отношения к себе. И как только ваше собственное представление о самой себе начинает меняться, как только вы понимаете, что вы недостойны ни манипуляций, ни игр, ни использования, ни криков, ни каких-то уничижительных шуток или оскорблений, то ваше внешнее окружение начинает здоровски чиститься. Вы перестаете вступать в отношения с мужчинами, которые бесцеремонно ведут себя с вами. Да, может быть, в этом случае вы будете долгое время одна, потому что, честно говоря, сейчас с воспитанными мужчинами, воспитанными имеется в виду в формате уважения к женщине, большая проблема. И, к сожалению, я так думаю, что новые поколения вряд ли могут обрадовать подрастающих девушек тоже. Потому что, судя по тому, что происходит в социальных сетях, на мужских платформах, это глобальная проблема. Неуважительное отношение к женщине, назовем это так. Да что греха таить, и не все женщины уважают мужчин, да, и не все девочки в том числе уважают мужчин. В общем, такая палка о двух концах. Но, возвращаясь к теме, как только вы начинаете сами любить и ценить себя, принимать себя, вы понимаете, что когда на вас смотрит мужчина любящими глазами, он не видит в вас никаких изъянов. Поверьте мне, любящий вас мужчина не видит в женщине никаких изъянов. Он любит ее такой, какая она есть. У него нет нужды переделывать ее. Делать ей грудь, делать ей губы, делать ей глаза, что-то еще. Вот там, где появляются какие-то должествования, точно нет речи о любви. Есть речь о сексуальном объекте, о женщине как о сексуальном объекте. И большинство женщин, к сожалению, сексуализируют себя в том числе ради того, чтобы получить для себя какой-то очень вкусенький такой мужской бонус в виде, не знаю, брака, статуса, денег, расположения, чего угодно. Вообще все очень как-то странно меняется в нашем мире, надо сказать. Поэтому помните, пожалуйста, всегда о том, что вы заслуживаете и вы достойны того, чтобы находиться в очень хороших, теплых, здоровых, счастливых отношениях, где вас ценят и любят. И вы в том числе тоже должны, естественно, точно так же относиться к своему партнеру. Не соглашайтесь на меньшее. Если у вас нет такого мужчины, не вступайте в отношения с кем попало, как говаривал наш великий Омар Хайям. Потому что в конечном итоге никакой секс для здоровья не приносит никакого здоровья, ни физического, ни тем более психического. Потому что любая женщина, так или иначе, хочет романтики, хочет любви, хочет отношений. Да, пусть, может быть, некоторые женщины не хотят брака и совместной жизни. Есть такие, и достаточно много таких женщин. Но любимой хотят быть все. Я не видела в своей жизни ни одну женщину, которая бы соглашалась, условно, там, на встречи для здоровья исключительно потому, что она действительно хотела свое здоровье поднять. Нет, это все заблуждение. Это все оправдание, чтобы не видеть, чтобы самой не видеть реальное положение вещей и отойти от каких-то своих собственных ожиданий. Ну и закончим мы сегодня тем, что очень важно, чтобы любая женщина всегда была готова принять изменения и в себе, и в партнере, и в отношениях, потому что жизнь – это течение времени. Да? Сама жизнь – это динамический процесс. Он развивается в динамике. И отношения, естественно, развиваются в динамике.
И когда мы слышим, что вот там над отношениями надо работать, забудьте этот бред. Над отношениями не надо работать. Работать нужно только над собой. Когда вы начинаете работать над собой, когда вы встречаете человека, который умеет работать над собой, то над вашими отношениями не надо трудиться. Они классные, они гладкие, они естественные. А там, где появляется принуждение в виде работы над отношениями, это тоже такое, знаете, удобное заблуждение. Дескать, я вот хороший, просто давайте работать над отношениями, а я хороший. Но на практике получается, что как только мы начинаем работать над собой, наши отношения улучшаются. Потому что с нами встречаются другие партнеры. Нам, вернее, встречаются другие люди на пути. Они более спокойные, более уравновешенные, с ними более комфортно, с ними не надо ссориться по пустякам, с ними не надо драться, кто сегодня какой смотрит фильм или какой слушает музыку, потому что там абсолютный так называемый консонанс, созвучие. Мы как ансамбль, который играет в одной песне, или актеры, репетирующие в одном спектакле. Поэтому, пожалуйста, помните о том, что все зависит в конечном итоге от вас. Что это значит? Это значит, что зависит от вас. Вы будете находиться в отношениях хороших или в отношениях плохих. Вы принимаете решение, оставаться или уходить. Вы принимаете решение, как вы будете себя вести. И точно так же в равной степени ваш партнер. То есть, когда ваш партнер вам говорит, что это я из-за тебя такой, нет. Сразу надо, наверное, собирать чемоданы и уходить. Потому что из-за тебя это значит, что человек постоянно будет обвинять вас во всех смертных грехах. Вы будете всегда виноваты. Но не этот человек. Такая очень удобная позиция оправдания. Будьте готовы к тому, что отношения – это динамика. Будете меняться вы, будет меняться ваш партнер. Если кто-то один из вас не будет меняться, будет оставаться прежним, то, к сожалению, рано или поздно ваши отношения могут привести к распаду, и вы должны быть к этому готовы. И самое важное, если вы понимаете, что изменения в ваших отношениях невозможны, не бойтесь принимать решение о расставании. Идите дальше. Лучше выйти из отношений и какое-то время находиться без пары, но дать себе шанс на возможную встречу нового человека, нежели бесперспективно, без какой-либо надежды на улучшение, находиться в отношениях с человеком, в которых вы не чувствуете себя счастливой. Ну и помните о том, что любой человек может рассчитывать на поддержку. Если вы находитесь в какой-то трудной ситуации, с которой вы не можете справиться самостоятельно, ищите поддержку. Обращайтесь к друзьям, обращайтесь к семье, к профессионалам, обращайтесь в кризисные центры, в какие-то другие органы, которые могут помочь вам справиться с проблемами в ваших отношениях, если самостоятельно вы не можете это сделать. Я вам желаю всем любви и счастья, отличного настроения и веры в себя, веры в то, что любовь в вашей жизни все еще возможна. Делитесь этим видео. Приходите к нам снова. Спасибо, что были со мной в этом выпуске. Я надеюсь, что наш с вами сегодняшний разговор помог вам увидеть некоторые вещи, которые должны быть исправлены и которые могут помочь вам понять, что же для вас такое здоровые и счастливые отношения. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И делитесь своими мыслями и вопросами в комментариях. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Пока-пока и до новых встреч.